Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители. У нас прогноз на сентябрь. Прогноз я буду делать на Таро Акаши. Эта колода дает нам доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь нам открыть духовные потоки, которые всегда текут между нами и хрониками. Мы посмотрим прошлое, которое имеет влияние на настоящее, а также на ваше будущее. Эта колода поможет нам раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим мечтам, желаниям. Здесь вы можете получить очень ценную информацию о работе с любым проектом, об изменении трудных установок, ограничений, об исцелении и привлечении в вашу жизнь отношений, ну а также о достижении ваших целей, которые вам дороги. Но еще эта колода приносит руководство от вознесенных владык, от ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи, от вашей души и от вашего высшего Я. Настраивайтесь на получение информации, задайте вопрос во Вселенную, что меня ждет в сентябре месяце. У нас расклад для львов на сентябрь. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в сентябре. Представители знака зодиака Лев. Энергия, с которой вы входите в сентябрь из августа. Что вас ждет в сентябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. Но я заметила по раскладу, что сентябрь будет непростой месяц. И энергия, с которой вы выходите из сентября в октябрь. Да, и вы не исключение. Энергия, с которой вы входите в сентябрь из августа, это ту энергию, которую вы приносите. Здесь ложится король свитков. Карта у вас перевернутая. Вообще король свитков — это человек образованный. Он может быть автором, учителем, коммуникатором. Или это человек, который может помочь вам в профессиональных направлениях. А также это может быть друг, любовный интерес. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может указывать на разъединение с мужчиной, который склонен к чрезмерному анализу и обдумыванию. Это может быть потеря друга, сотрудника, а может быть для кого-то и любовных отношений. Также карта может говорить, что человек образованный, коммуникабельный, может быть, занимается преподаванием, будь то это вы или важный для вас человек. Он может потерять свое положение или испытывать затруднения в понимании. Выпадая в перевернутом положении, эта карта ставит вас в известность, чтобы продумать все вещи и получить ясность, необходимую для устранения беспорядка и путаницы. Для вас сейчас хорошее время попытаться получить более широкий взгляд на вещи. У вас есть возможность принести более просвещенный взгляд на любую ситуацию, когда вы сделаете шаг назад и посмотрите на это по-новому. Первая декада сентября, здесь ложится старший аркан. Это у нас архангел Рафаил. Вообще архангел Рафаил несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. И, как правило, это единственный архангел, который часто приходит в облике человека. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать на раскол в семье или на ваше эмоциональное и физическое состояние, которое вам необходимо будет исцелить. То есть вас будет что-то беспокоить, и вам нужно будет использовать все ваши ресурсы, рассмотреть все варианты решения или исцеления вот этой проблемы. Но в первую очередь уравновесить ваши эмоции, а также попросить небесной помощи. Очень хорошую пользу может принести практика медитации. Ну а также осознанная работа с вашими мыслями, словами. Все это поможет вам изменить вот эти тяжелые чувства. Ну, если вы понимаете, что нужна терапия, то обязательно ей воспользуйтесь.
Будь то страдания, связанные с разбитым сердцем от прошлой любви, или, может быть, болезненные детские воспоминания, от всего этого нужно освободиться. И вот сейчас Рафаил будет жаждать принести свой свет, любовь в вашу жизнь. Вам нужно только открыть ваше сердце, попросить помощи и впустить любовь в вашу жизнь. И когда вы это сделаете, вы можете обнаружить, что вас ждет чудо. Вторая декада сентября у нас ложится единица силы. Карта называется The Akashic Field. Это поле хроник Акаши. И мы в прямом положении видим здесь как северное сияние. Это движение энергии. Энергии, информации, все, что присутствует в этих хрониках. Конечно, хроники Акаши — это своего рода интернет, но только в астральном плане или в духовном плане. То есть в нем содержатся ответы на все наши вопросы, но карта у вас ложится перевернутая, и она показывает, что для вас наступает период во второй декаде. Это когда вы почувствуете, что ваша сила и энергия разрознена как внутри, так и вокруг вас. Да, возможно, вы будете переживать какой-то кризис, или, может быть, вы испытаете ограничения или враждебность, или какая-то ситуация заведет вас в тупик. То есть вот эти ваши волнения, паника, они расщепляют вашу энергию и вызывают вот эту неистовую вибрацию. Но вы должны знать, что энергия Вселенной для вас доступна всегда. Вот это вечное вдохновение, информация, все это вибрирует вокруг вас, но пока вы не успокоитесь и не обуздаете вот эту свою эмоциональную напряженность, вы будете как радиостанция, которая настроена на неправильную частоту. То есть вот это поле Акаши и мир, они наполнены возможными решениями тех самых проблем, которые вас так расстраивают и огорчают. Поэтому вам здесь нужно остановиться, сделать шаг назад и попытаться по-новому взглянуть на то, что будет происходить в вашей жизни. Но в первую очередь, да, приведите свои эмоции в гармонию, баланс. Тогда вы получите вот эти подсказки от Вселенной. Вот в третьей декаде сентября здесь у вас ложится двойка силы. Карта называется Девилу. Девилу — это ива. Она у вас перевернутая. Мы видим, что стоит великолепная ива. И это величественное дерево является очень сильным, гибким. Вот у нее очень сильна корневая система. Ее очень тяжело сломать. Она гнется, но не ломается. Когда карта ложится перевернутая, она говорит, что вокруг вас будут дуть то ли ветры перемен, то ли конфликтов. Самое главное, она говорит, не пытайтесь бороться, иначе вы можете быть вырваны с корнем. Вместо этого оставайтесь гибкими, подчиняйтесь требованиям времени. И хотя вот этот период может показаться для вас сдвигом или переворотом, вы, как вот эта ива, сильны и способны гнуться и не ломаться. Поэтому вот сейчас вам важно оставаться сосредоточенными, приспосабливаться вот к этим обстоятельствам, которые будут кружиться вокруг вас. У вас очень сильные корни вашей духовности, поэтому полагайтесь на них. Вот этот период неуверенности, сомнений, нерешительности, он пройдет. А пока позвольте себе быть открытыми для руководства хроник Акаши, ведь вы основаны на их мудрости и истине. Позвольте себе получить от них силу. Энергия, с которой вы выйдете из сентября в октябрь, здесь ложится двойка роз. Карта называется «Крылатые посланники», она у вас прямая. Мы видим, что стоит стол, круглый стол, который накрыт к чаю. И все это происходит на фоне дома. Над этим домом как бы завис голубь, который несет какое-то послание. Но здесь еще летит ястреб. А ястреб — это хищник, это опасность. Да, на столе одна чашка уже разбита, и у одного стула сломана ножка. В прямом положении карта может показывать на небольшой конфликт в вашем доме или семье. Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Здесь могут быть денежные вопросы относительно дома, наследства или личных финансов.
Вот этот голубь несет сообщение от вашей души. Она призывает вас увидеть вот эту маленькую драму через ваш высший разум и ваше сострадательное сердце. Да, вы можете почувствовать себя вынужденным быть миротворцем или проводником в этой ситуации. Но карты говорят, поступайте так, как подсказывает вам ваша душа. Да, вот этот ястреб может говорить, что вы можете испытывать какие-то трудности. Но так как голубь находится высоко над всеми этими проблемами, то вы сможете все ясно увидеть и успешно со всем этим разобраться. Вот такой у нас прогноз. Я благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Всего вам хорошего.